он совершил вынужденную посадку, но уже через 2 часа на другом самолете находился в воздухе и в том же районе. Из воспоминаний Руделя. Через некоторое время Советам удается довольно успешно справиться с нашими воздушными противотанковыми атаками. При первой возможности они перемещают свои противовоздушные средства вместе с передовыми танками. Активно боролись с немецкими самолетами и советские истребители. Самый результативный летчик-истребитель советской авиации Иван Кожедуб свой первый самолет сбил именно в небе над Курском. Кожедуб Иван Никитович в 25 лет стал трижды Героем Советского Союза. За всю войну ни разу не был сбит. Совершил 330 боевых вылетов, сбив 64 самолета противника, в том числе реактивный М-262. В его летной биографии числятся и 2 сбитых самолета «Мустанг» ВВС США, которые атаковали его, приняв за немецкий самолет. Очередной этап сражения за «Орел» начался с появлением на фронте резервов, обещанных Ставкой. Они вступили в бой через неделю после начала операции. Правда, к этому времени немецкая оборона уже приобрела достаточную устойчивость. Вспоминает танкист Николай Железнов. Немцы оборонялись на окраине деревни, где у них были и противотанковые орудия, и закопанные танки. В этом бою я уничтожил 2 пушки и закопанный Т-3. По нему 2 раза выстрелил из орудия, и он замолчал. Ну а 2 пушки, что мы раздавили, это не моя заслуга, а механика-водителя. Я успел только по ТПУ скомандовать: «Миша, влево, пушка!» А когда по станине проехали, рядом, где-то в 10 метрах, стояла еще одна. «И другую дави, а то развернется и по корме нам даст». Окружить немецкие войска на Орловском выступе не удалось, но постоянная угроза окружения заставила Моделя отступить. Если Ржевский выступ в свое время он удержал, то Орловский приходилось оставлять. 5 августа «Орел» был полностью очищен от немцев. Наступление войск Ватутина против Манштейна на южном участке Курской дуги началось позднее. Воронежскому фронту потребовалось почти 3 недели для восстановления сил. Но 3 августа, наконец, началась операция румянцев, наступление под Белгородом и Харьковом. Танковые дивизии СС были переброшены немецким командованием на Донбасс на помощь 6-й армии. Немецкая оборона таким образом оказалась существенно ослабленной. Сравнительно быстро ее прорвав, танки Катукова и Ротмистрова устремились вперед. На 3-й день наступления, в тот же день, что и «Орел», части Красной армии освободили Белгород. А вечером 5 августа грохот орудий раздался уже в Москве. Прозвучали залпы первого салюта Великой Отечественной войны в честь освободителей Орла и Белгорода. Справка. Считается, что идея салютовать освободителям городов принадлежала лично Сталину. Приказ о проведении салюта Сталин подписал в деревне Хорошево, куда он выехал после освобождения города Ржева от немцев. Салют 5 августа включал 12 залпов из 124 орудий. Их расставили на стадионах и пустырях в разных районах Москвы, чтобы салют был отовсюду виден. Позже разработали целый ритуал, по которому количество залпов зависело от размеров и важности освобожденного города. Советские войска шли к Харькову. На 4-й день наступления, когда танкисты Катукова ворвались в Богодухов и вышли к железной дороге Полтава-Харьков, последовал немецкий контрудар. Манштейн собрал в кулак танковые дивизии и бросил их в бой в отчаянной попытке удержать Харьков. Передовые бригады армии Катукова вынужденно отступили к Богодухову и заняли оборону. Тем временем непосредственно на Харьков наступал степной фронт Конева. Немцы превратили город в крепость, и его лобовой штурм грозил большими потерями. Нужен был обходной маневр. Для этого Коневу передали танковую армию Ротмистрова. Ей предстояло обойти Харьков и вынудить немцев оставить город. Но тут из Донбасса вернулись старые знакомые Ротмистрова, эсэсовские танковые дивизии «Райх» и «Мертвая голова», которые немедленно нанесли ответный удар в районе Богодухова.
Ротмистр вспоминал, что в какой-то момент он получил два взаимоисключающих приказа, один от Ватутина, другой от Конева. Первый направлял его на выручку Катукову под Богодухов, второй — на помощь штурмующим Харьков войскам. У Ротмистрова даже возник спор с членом военного совета Гришиным и начальником штаба Баскаковым, какой же из приказов выполнять и что нужно делать в сложившихся обстоятельствах. «Павел Алексеевич, вы должны прийти к какому-то решению», — сказал Гришин. «Я, Петр Григорьевич, уже принял решение обороняться до выяснения обстановки. Но ведь за несвоевременное выполнение приказов нас могут отдать под суд и расстрелять», — взволнованно говорил Гришин. «Вот когда мы уйдем, и немцы овладеют Богодуховым, тогда меня точно будут судить и расстреляют. Вы понимаете, что в этом случае будет поставлен под удар противника тыл войск всего левого крыла Воронежского фронта». Начальник штаба армии, как бы поддерживая члена военного совета, заметил, что сверху виднее. Принятое Ротмистровым решение оказалось правильным. Его армия поставила точку в немецком контрударе. Прорыва вражеских танков в тыл частям Воронежского фронта удалось избежать. Вскоре Ротмистров двинулся на помощь войскам Конева и обошел Харьков с запада. В распоряжении немцев остались только одна железная и одна шоссейная дороги, по которым они еще могли покинуть город. Гитлер требовал от Манштейна при любых обстоятельствах удерживать Харьков. Однако этот призыв грозил окружением всей армейской группы Кемпф. Манштейн не стал повторять ситуацию Сталинграда. 22 августа во второй половине дня советская авиаразведка донесла, что немцы начали выводить войска из города. Конев не стал медлить и ночью двинулся на штурм Харькова. К полудню 23 августа город был освобожден. Вечером освободителям Харькова салютовала Москва, отмечая тем самым и победное завершение Курской битвы. Из воспоминаний Гудериана. В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Само собой разумеется, русские поспешили воспользоваться успехом. И больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику. Операция «Цитадель» стала последним крупным наступлением вермахта на Восточном фронте. Немцев гнали за Днепр. Они уходили, оставляя за собой выжженную землю в прямом смысле этого слова. Русские и украинские деревни и села выжигались дотла. Горел хлеб на полях, угонялся скот, взрывались мосты и железнодорожные станции. Население вагонами вывозилось в Германию на принудительные работы. Советские войска шли освобождать Украину. Здесь, у Днепра, предстояло разыграться новым сражением Великой войны.